Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Приглашаю вас на курс вязания спицами «Японское плечо». В этом видео свяжем базовую модель жилет «Японское плечо» как раз для тех, кто хочет научиться этой технике вязания. Плюсы вязания модели «Японское плечо». Это вязание моделей сверху вниз. Это жилеты, могут быть кардиганы, кофточки различные. Вязание сверху вниз без единого шва. Также простой расчет и красивая посадка без вывязывания скоса по плечам и без вывязывания ростка. Вы можете связать жилет из любой пряжи, сделать расчет по своей плотности вязания и, связав такой базовый верх, далее вы можете от пройм жилет вязать по-разному. То есть здесь я связала жилет классический до бедер. Вот такую вот высокую планку декоративной резинки сделала. Также из декоративной резинки сделала обвязку и планок здесь по вырезу горловины, по проймам. И второй жилет я вязала длинный, удлиненный до середины бедер. Связала карманы. И здесь я делала обвязку по низу, по планкам, резинка 2 на 2. То есть здесь уже вы можете менять, что-то свое добавлять, экспериментировать, какие-то свои детали. Возможно, связать жилет длинный с вырезом по бокам. Или здесь использовать какие-то другие узоры для вязания классического жилета. Дорогие друзья, в этом видео я вам дам подробный расчет вязания жилета на размер 48-50, но также я для вас создам подробное описание, подробная инструкция расчета жилета на размеры от 44 до 54 с выкройкой. И там вам будет более проще и понятнее рассчитывать жилет на свою плотность вязания из любой пряжи. Если вас это интересует, то вы можете переходить по ссылке на мою страничку Boosty, покупать пост за символическую цену. Также все донаты и платные подписчики на моей страничке Boosty получают доступ к этому описанию в формате PDF, который вы можете сохранить себе на компьютер и вязать вместе с этим видео. В видео будет показан каждый момент вязания жилета. Все подробно покажу. И все моменты также будут указаны временными метками в описании к этому видео. Дорогие рукодельницы, спасибо вам за поддержку вашими лайками и подписками. Приступаем к работе и желаю вам приятного и легкого вязания. Дорогие рукодельницы, я начинаю вязать второй жилет. И начинаю, конечно же, с расчетов и вязания образца и измерения своей плотности вязания. Смотрите, вы можете вязать жилет из любой пряжи, из тонкой, из толстой нити, какая вам пряжа понравилась, вы можете ее взять, связать обязательно образец. Образец необходимо постирать, можно его отпарить, то есть провести полное ВТО тестирование, как поведет полотно после стирки, отпаривания, будет ли оно расширяться, как-то изменяться. Дайте высохнуть на ровной поверхности, после этого изменяйте плотность вязания. И только после этого приступайте к расчету на вязание жилета. Смотрите, у меня образец, я связала второй, он отличается от плотности вязания от другого жилета, незначительно, но отличается. Смотрите, здесь у меня в ширину на 10 сантиметров 18 петель. Сейчас я сделаю увеличение. 18 петель. В предыдущем жилете у меня на 10 сантиметров в ширину было 20 петель. 2 петли, и это уже будет значительная разница. Высоту у меня 26 петель. Вот второй образец, предыдущий образец тоже было другое значение. У вас могут быть тоже совершенно другие значения, это не важно. Я вам покажу, как сделать расчет жилета на любую плотность вязания. То есть вы сделали замеры, записали, и теперь смотрите на 1 сантиметр, то есть для удобства расчетов, то есть вы в ширину 10 сантиметров 18 петель, на 1 сантиметр это значение 1,8. Высоту 10 сантиметров это 26 рядов.
И значит это значение 2,6. Также вам необходимо снять мерки на свой размер. Смотрите, в описании будут вам даны схематичные выкройки на различные размеры, но вы можете эти выкройки либо подкорректировать под себя, либо изменить какие-то даже значения. То есть, если вам не нравится высота проймы или еще какой-то там вы хотите углубить или уменьшить вырез, то, пожалуйста, это все можно изменить. Но обязательно снимайте обхват груди. Здесь я сняла для своего 50 размера. У меня обхват груди считаю на 100. Учитываем обязательно свободу облегания. Здесь я учитываю 10 сантиметров. Если вы хотите свободный жилет, то, пожалуйста, прибавляйте 15 сантиметров. Это допустимо. Далее снимаем обхват шеи у основания плюс свобода. Это будет ширина вашей горловины. У меня эта мерка 44 сантиметра. То есть вы сантиметровой лентой у основания шеи делаете замер и прибавляете сразу вот свободу облеганию, как хотите. Хотите пошире, можете добавить там до 50 сантиметров. У меня учет 44 сантиметра. Это полный обхват шеи. Далее мы будем делать расчет, допустим, для начала вязания спинки. Обхват шеи делим напополам, и получается ширина горловины у спинки, от которой мы начинаем вязать жилет. Сейчас я вам покажу. Это вот ширина. От этой линии мы начинаем вязать жилет. И это значение у меня 22 сантиметра. То есть 44 делим напополам. Получается 22 сантиметра. То есть от этого значения мы начинаем считать жилет. Далее смотрите, обхват груди, как я говорила, 100 сантиметров плюс 10, 110. Делим пополам. Получается, я считаю на ширина спинки 55 сантиметров. 55 умножаю на 1,8. Это по плотности в ширину коэффициент. Получаю 99 петель. У меня должна быть ширина спинки. Но округляю до 100. То есть всегда лучше брать четные значения. Смотрите, далее мы посчитали вот обхват шеи, ширина жилета уже где в основной части. И далее тоже нам необходимо посчитать вот эти вот значения. Это расширение к низу пройм. Я беру эти значения, можно взять просто 3-4 сантиметра. Эти значения мы берем просто как бы для закругления. Можно взять, можете рассчитать на 3, на 4 сантиметра, можно на 5, если вы хотите, чтобы у вас были вот эти вот более углубленные вырезы для пройм. Я беру 3 сантиметра, умножаю на плотность вязания по ширине 1,8, получаю 5,4, то есть примерно 6 петель у меня с одной стороны, и с другой стороны буду добавлять до полного расширения. И далее провожу расчет. То есть первое, мы посчитали, сколько количества петель необходимо набрать для начала вязания жилета. Это вот эта вот линия основания горловины от спинки. Обхват шеи делим напополам, получаю 22 сантиметра. 22 умножаю на плотность вязания 1,8, 39,6, округляю до 40. Далее смотрите, посчитали мы, что 12 петель у нас уйдет на вот эти вот расширения к низу пройм. И далее мы третье, это расчет ширина жилета. То есть эти значения считаются отдельно. И далее мы считаем, смотрите, вот это значение четвертое, это ширина спинки от проймы к пройме. То есть мы полную ширину 100 петель отнимаем 6,6, это то, что будет прибавлено ниже, и отнимаем вот это начальное значение 40 петель. Получаем цифру 48 петель. То есть 48 петель у нас должно быть прибавлено по скосу при вывязывании вот этого японского плеча, по скосу по плечам. В каждом ряду мы будем прибавлять с двух сторон одновременно по одной петле.
То есть за 24 ряда, 48 поделим на 2, за 24 ряда по 24 петли у нас прибавится с двух сторон. И получается, что вот здесь у нас будет общее значение 48 плюс 40, то есть 88 петель к тому моменту, когда мы провяжем вот эти скосы. И затем мы провяжем на высоту проймы спинку, и после уже будем делать прибавки по низу проймы. В 12 рядах через ряд будем прибавлять с двух сторон по 6 петель, и у нас получится, что 88 плюс 12 будет рассчитанное значение 100 петель. Смотрите, теперь рассчитаем, сколько высоту необходимо провязать высота проймы. Здесь высоту проймы мы вяжем. Высота проймы это от того момента, где мы перестали делать прибавки по плечам, до низа пройм. Вот это значение. Вот здесь я начала делать прибавки. Ну, мы здесь сначала считаем на всю высоту. То есть здесь уже с обвязкой вот видно вот этот участок. Мы провязываем вначале прямо, затем делаем прибавки для расширения к низу пройм. Поэтому считаем здесь высота проймы по спинке. Мы отнимаем 25 сантиметров, будет общая высота. 5 сантиметров уйдет наперед. И здесь получается будет 20 сантиметров. 20 сантиметров умножим на 2,6 по плотности вязания по высоте. Получается здесь полностью провязано 52 ряда. И считаем прибавки к низу проймы 6 штук, последние 12 рядов, так как через ряд. Значит, здесь мы будем последние 12 рядов вязать, то есть 40 рядов мы провязываем прямо без прибавок, и последние 12 рядов мы вяжем с прибавками через ряд для расширения проймы. Это будет с двух сторон. И далее мы на этом заканчиваем вязание спинки, и после переходим к вязанию переда. Для переда тоже делаем свой расчет. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать спинку после того, как провязала 12 рядов, делая в каждом лицевом ряду прибавки с двух сторон. И здесь я даже обрезала нить. Далее, смотрите, эти петли спинки можно будет перенести либо на другую спицу, либо на дополнительную нить, либо временно даже закрыть крючком, как вам удобно. И после мы переходим на вязание переда. Но перед тем, как вязать перед, я делаю расчет. И сейчас я вам подробно расскажу, как рассчитать вязание полочек для вязания для жилета с японским плечом. Смотрите, я рассчитываю на 50 размер по указанным меркам. И вот такая вот схематичная выкройка полочек. И мы начинаем считать. Вот здесь получается, мы когда вязали японское плечо по спинке, здесь мы делали прибавки от ширины горловины 24 петли. И далее для вязания полочек здесь в этих местах мы с этих для полочки начнем с набора петель по плечам. И здесь мы будем набирать 24 петли. То есть здесь будет тоже набор петель 24 петли. Я вам также покажу, как делать правильно набор. Но здесь еще нужно учитывать один момент. При начале вязания полочки от спинки, вначале здесь нам нужно убавить в двух лицевых рядах по одной петле. То есть сделать 2 убавки. Но чтобы вернуть эти петли, далее мы делая, когда прибавки по низу проймы, мы будем здесь делать не 6 прибавок, а 8. То есть 8 петель будем прибавлять через ряд. Получается, здесь вот это вот место с прибавками будет не 12 рядов, как по спинке, а 16 рядов. Тоже вот это мы должны учесть. Но начинаем мы расчет с формирования выреза для горловины. И здесь мы, смотрите, учитываем ширину горловины, которую мы уже набрали при вязании спинки. Вот она, ширина горловины, вот эта вот линия. Но здесь мы, смотрите, вот эту вот спинку мы здесь начали вязать, не учитывая здесь глубину выреза
по спинке. Поэтому при вязании полочки здесь мы вначале вяжем вот эту деталь на глубину спинки, затем на глубину переда уже для выреза горловины. И здесь я тоже рассчитываю, то есть закладываю на это по спинке. Вот мне нужно провязать глубину для выреза горловины примерно 2 сантиметра. И здесь я считаю так: от набора петель первые 2 сантиметра — это глубина горловины по спинке. 2 умножаю на 2,6, плотность вязания 1 сантиметр, получаю 6 рядов. То есть первые 6 рядов я вяжу, это будет глубина, на спинку уйдет, глубина для выреза горловины. Здесь не забываем, что здесь мы сделаем 2 убавки. То есть у нас тут далее будет количество петель 22. Далее следующие 3 сантиметра мы закладываем, это будет глубина горловины по переду. 3 умножаю на 2,6, то есть равняется 7,8, округляю до 8 рядов. То есть следующие 8 рядов я вяжу тоже прямо, это будет глубина горловины для переда. И получается вот здесь вот 6 плюс 8 рядов. И далее нам нужно делать прибавки для формирования глубины выреза горловины. Смотрите, я буду здесь делать такой вот вытянутый, как треугольный вырез горловины. После я рассчитаю ритм прибавок. Вначале мне нужно определить, сколько мне нужно добавить петель. То есть для одной полочки мы считаем. И здесь мы от ширины горловины мы сначала отнимаем ширину планки, примерно 4 сантиметра. 4 умножаю на 1,8, то есть это плотность вязания в ширину. И получаю, округляю до 8 петель. И здесь от полной ширины 40 сантиметров отнимаю 8, получаю 32 петли. И получается, что на одну полочку 32 петли. Вот здесь вот у нас вот эта вот ширина минус ширина планки. Делю напополам, получается 16 петель мне нужно добавить к центру, здесь вот для расширения полочки, для формирования выреза горловины. И далее уже рассчитываю, через какой ритм буду делать прибавки. И здесь мы, конечно, должны посчитать полное количество рядов, на которые мы будем вязать вот одну полочку. То есть мы здесь уже посчитали, что мы провязываем 6 рядов, 8 рядов. Здесь мы знаем, что мы провяжем 16 рядов вместо 12 с прибавками. И мы знаем, что у нас на вязание спинки вот для проймы здесь от маркера, после которого были сделаны прибавки, до низа было 52 ряда. Поэтому здесь от 52 мы отнимаем 16 рядов. Это вот эти вот ряды, где будут прибавки для расширения проймы к низу. Получаем 36 рядов. Это будет вот эта средняя часть полочки. И того мы здесь уже можем посчитать, сколько вообще рядов будет провязана одна полочка. То есть здесь мы считаем 6 плюс 8 плюс 36 плюс 16, всего 66 рядов. И получается, что мы сейчас можем рассчитать уже прибавки по горловине к центру полочки, которые нужно делать 16 прибавок. И здесь мы вот на этом участке 36 плюс 16 рядов делаем прибавки. То есть здесь 52, это количество рядов, делим на 16 и возьму примерно ритм прибавок каждый третий ряд буду делать. И получится, что у меня будет вырез горловины заканчиваться где-то здесь уже у низа пройм. То есть здесь вы тоже можете вот этот ритм прибавок рассчитать так, удлинить этот вырез или наоборот сделать более высоким. Вот этот треугольный вырез. Дорогие друзья, в конце сделаем проверку и посчитаем, сколько же у нас получается ширина
переда. Вот здесь с учетом всех прибавленных петель для вывязывания деталей. Смотрите, у нас ширина, считаем, одной полочки. Мы здесь набрали 24 петли, затем убавили 2 петли, но затем прибавим 8 петель. И здесь прибавим 16 петель. Итого у нас получится 46 петель. И ширина двух полочек 46 плюс 46 равно 92. То есть 92 у нас ширина спинки было 100 петель, а здесь получается 46, 46, и здесь как раз 8 петель. Это у нас на ширину планки мы оставляем. Итого в сумме будет тоже 100 петель. То есть у нас ширина спинки и ширина передней части должна быть одинакова. Итак, дорогие рукодельницы, начинаю набирать петли для начала вязания жилета. И смотрите, так как мы набираем, вот длина начального ряда у нас будет ширина горловины по спинке 22 сантиметра. То есть я на это расстояние отмеряю тройную длину нити, оставляю хвостик и набираю классическим способом рассчитанное количество петель. У меня это 40 петель. Итак, делаю набор петель. Итак, я набрала 40 петель и начинаю вязать первый ряд. Первый ряд, смотрите, буду провязывать, поворачивая вязание, как изнаночный ряд. И в первом ряду пока не буду делать прибавки. То есть провяжу все петли изнаночными, так как я буду вязать лицевую гладь. И здесь я тоже буду вязать все кромочные, как и узор лицевой глади. То есть первую петлю провязываю изнаночной. И далее все петли провязываю изнаночными. Со второго ряда начну делать прибавление для формирования скоса по плечам. Итак, я провязала первый ряд, изнаночный ряд, и начинаю вязать второй ряд. Это лицевой ряд. И во втором ряду буду делать прибавки для формирования плеч. И прибавки будут с двух сторон. Прибавки мы будем делать через 3 петли от начала вязания и не довязывая 3 петли до конца ряда. И в лицевом, и в изнаночном ряду. Здесь я не считаю кромочные петли, но смотрите, кромочные петли у нас все равно уйдут на как бы набор петель и по плечам, и по проймам. И здесь останется вот такая вот полоска из 2 петель, которые мы оставляем в начале и в конце. И поэтому вяжем так. Первую петлю провязываем лицевой, то есть здесь провязываем и первую, и последнюю петлю, то есть кромочных нету. Далее еще плюс 2 петли. И далее делаем прибавку из протяжки. Смотрите, здесь мы, если смотреть как бы сверху вниз, так как мы вяжем вот в направлении лицевой ряд у нас идет, и нам нужно, чтобы первая петля уходила влево. И мы поднимаем протяжку между петлями. Сейчас сделаю фокус. Поднимаем протяжку между петлями. И вот мы ее просто подняли. Получается, первая стеночка у нас она идет вдали, а здесь вторая стеночка впереди. Нам нужно провязать скрещенной эту петлю за вторую стеночку. И вот эта петля у нас смотрит влево. Далее мы прибавили вот одну петлю в начале ряда, провязываем петли, не довязывая 3 петли до конца ряда, и делаем вторую прибавку. Вторую прибавку будем делать чуть иначе. Итак, я провязала первый ряд лицевые петли, осталось 3 петли. И теперь
делаем вторую прибавку. И смотрите, точно так же поднимаем мы в начале петлю, вот, но нам необходимо ее провязать по-другому. И в начале необходимо поменять стеночки этой петли так, чтобы первая стеночка была впереди, вторая сзади. И провязываем за первую стеночку, то есть мы вначале сделали перекрещивание и затем уже провязали петлю как лицевой просто. И оставшиеся 3 петли тоже провязываем лицевые. И далее третий уже изнаночный ряд от начала вязания, там тоже делаем прибавки. Начинаю вязать третий ряд, изнаночный ряд, и в этом ряду вяжем так: первые 3 петли изнаночные, далее после третьей петли делаем прибавку, поднимаем петлю, накидываем ее на спицу так, чтобы первая стеночка оказалась ну, как бы за спицей, и провязываем изнаночную за вот эту вот вторую стеночку, то есть которая за спицей. И после вяжем далее все изнаночные. Когда на спице, на левой спице останется только 3 петли до конца ряда, делаем вторую прибавку. Итак, до конца ряда осталось 3 изнаночных петли, и здесь мы поднимаем протяжку между петлями, накидываем ее на спицу так, чтобы вот эта первая стеночка оказалась впереди, и провязываем изнаночную петлю за первую стеночку. Здесь тоже получается как перекрещенная петля, и далее оставшиеся 3 петли заканчиваем изнаночные. Начинаю вязать четвертый ряд, и здесь по лицевой стороне тоже начинаем с первой петли 3 лицевых, и далее делаем прибавку. Смотрите, разница прибавка вот в этих вот стеночках, которые оказываются впереди. И здесь мы также поднимаем протяжку и провязываем за первая стеночка, видите, за спицей, провязываем за вторую стеночку. И вот эта вторая стеночка, она оказывается впереди, и наклоняется она влево. Далее все лицевые. И когда останется 3 петли до конца ряда, делаем вторую прибавку немножко иначе. Итак, до конца ряда осталось 3 петли. Смотрите, вот предыдущий ряд, вот она прибавка, которая была. Нам нужно, чтобы здесь первая стеночка была впереди, наклонялась она в правую сторону. И поэтому мы поднимаем протяжку так, чтобы первая стеночка была впереди, и провязываем за первую стеночку скрещенной петлей. И вот у нас тоже получается то же самое направление. При изнаночных, смотрите, у нас немножко наоборот, то есть чтобы через ряд чередовалось. И заканчиваю 3 петли, далее показываю изнаночный ряд. Начинаю вязать изнаночный ряд, и здесь вначале провязываю 3 изнаночных, и после идет первая прибавка. Здесь мы поднимаем протяжку так, чтобы вот первая стеночка оказалась за спицей, и провязываем за вторую, вот эту вот за дальнюю стеночку, изнаночную, эту протяжку. И далее вяжем все изнаночные до конца ряда. Когда останется 3 петли, делаем вторую прибавку. Итак, до конца ряда осталось 3 петли. Вторую прибавку здесь делаем так: поднимаем протяжку так, чтобы первая стеночка оказалась впереди спицы, и провязываем здесь за первую стеночку изнаночную. То есть у нас протяжка все равно перекрещивается, но направление петли будет немножко другое. Заканчиваю ряд. Итак, я провязала от начального ряда 4 ряда, и уже по 4 петли прибавилось с 2 сторон. Вот так выглядят прибавки. Далее продолжаю вязать ряды с прибавками. Всего будет 24 ряда с прибавками.
и с двух сторон должно прибавиться по 24 петли. Итак, дорогие рукодельницы, провязала вот верхнюю часть спинки, сформировала плечи, делая прибавки в каждом ряду с двух сторон. И смотрите, разная плотность вязания, но, как вы видите, детали получаются одинаковые. И далее, вот здесь уже я сделала расширение до пройм с двух сторон, и далее буду вязать прямо. Я рассчитала, что мне прямо необходимо провязать 40 рядов по спинке для проймы. И далее еще 12 рядов, делая прибавки через ряд с двух сторон для расширения вот здесь вот по низу проймы. Итак, сейчас я провяжу 40 рядов и далее покажу, как делать прибавки. Вот с двух сторон здесь будут прибавки с разным направлением петель. После того, как я закончила делать прибавки по плечам, далее здесь я поставила маркер, первый ряд, который провязан без прибавок, и далее считаю и вяжу 40 рядов прямо, то есть лицевой гладью. И здесь кромочные тоже я провязываю каждый ряд, в начале первую петлю лицевой или изнаночной по рисунку. И провязав 40 рядов, вот я довязала до момента, когда мы делаем прибавки для расширения спинки к проймам, к низу пройм. И мне необходимо еще провязать 12 рядов, делая прибавки каждый лицевой ряд, 6 прибавлений с одной и второй стороны. Итак, первый ряд с прибавлениями и провязываем так. Здесь, как я и говорила, мы кромочные тоже провязаны, то есть нету кромочных петель. И вначале провязываю 3 лицевые петли, первый ряд с прибавлениями. И после третьей петли делаем прибавку и с протяжки поднимаем протяжку так, чтобы у нас вот эта вот первая стеночка оказалась за спицей. Так мы ее поднимаем. И далее мы провязываем за вторую стеночку. И смотрите, и получается, что у нас вторая стеночка оказывается впереди, и она с направлением влево идет. Далее провязываю все петли лицевые, и когда на спице левой останется 3 петли, делаю вторую прибавку. Итак, до конца ряда осталось 3 петли, делаю вторую прибавку и делаю немножко иначе. Здесь поднимаю также протяжку и накидываю на спицу так, чтобы первая стеночка оказалась впереди спицы. И далее провязываю вот здесь за вот эту вот первую стеночку лицевую. И здесь у нас направление получается протяжки идет в другую сторону, вот это перекрещенные петли. И провязываем 3 оставшиеся петли лицевыми, далее поворачиваем вязание и начинаем второй изнаночный ряд. Здесь мы вяжем без прибавок с первой петли, также провязываем первую и все остальные петли изнаночными. Далее второй, получается, следующий лицевой ряд мы вяжем тоже с прибавками. Итак, мы провязываем 12 рядов в каждом лицевом ряду, делая прибавление слева и справа. Итого у нас расширится спинка на 12 петель к низу пройм. Итак, начинаю вязать правую полочку. И здесь петли спинки я решила закрыть крючком, так как здесь будем дальше работать одновременно со спинкой и одновременно вязать же полочки. И чтобы дополнительные спицы или лески не мешали, вот решила закрыть петли. И здесь я буду, смотрите, набирать петли вот по плечам, здесь вот по вот этим, по вот этому скосу, где мы делали прибавки. И здесь я уже вот от этого хвостика, от горловины,
отсчитала прям по кромочным петлям 24 петли и поставила маркер, от которой петли буду набирать петли. И так как лучше всего набирать петли по лицевой стороне и далее первый ряд вязать тоже лицевой, здесь вот я оставляю хвостик как тройную как бы длину наборного ряда, делаю начальную петлю вот так вот на спицу, чтобы здесь мне было удобнее начать набирать петли. И вот эту вот петлю я буду протягивать через первую кромку. И вот здесь вот за кромочную петлю завожу спицу и вытягиваю петлю на спицу. И далее из каждой вот кромочной петли, так как здесь мы провязывали кромочные петли в каждом ряду, то есть как и все, то здесь получается из каждой петли мы набираем петлю на спицу. И всего нужно набрать 24 петли, получается, до горловины. Здесь мы, получается, из одной петли набираем, из самой, как третья петля, вот получается кромочная, и здесь 2 петли остаются вот такие вот, как полосочки по скосу плеча. Итак, я набрала 24 петли. И далее вот здесь у меня остается этот хвостик. Я перетягиваю петли на другую спицу и начинаю вязать как первый лицевой ряд. Первый лицевой ряд мы будем вязать, перекрещивая петли. И здесь провязываем вот за вторую стеночку, получается, петли, первый лицевой ряд. Дорогие друзья, во втором ряду, изнаночном ряду, необходимо будет сделать убавление. И я покажу как. Но пока мы первый ряд провязываем все петли, 24 петли, за вторые стеночки до горловины. И вот такое получается начало вязания. Здесь мы перекрещиваем петли, и получается они более такие более красивые, чем если вы будете вязать вот за первую стеночку. Здесь будет дырочка, если вы перекрестите набранные петли, то дырочек не будет. При вязании второго ряда уже получается по изнанке. Здесь я провязала все петли изнаночные и осталось до конца ряда 4 петли. И делаю убавление. И здесь необходимо петли убавить так, чтобы вот третья петля оказалась сверху четвертой по лицевой стороне. Вот смотрите, вот, чтобы вот третья вот эта петелька сверху уходила после убавленной петли. И для этого в начале вот четвертую, третью петлю я меняю местами. То есть третья петля у меня оказывается впереди. И после провязываю 2 петли вместе одной изнаночной. Далее заканчиваю изнаночный ряд, 2 изнаночные, кромочные. Здесь мы вяжем как все петли, лицевой или изнаночная. Поворачиваем работу и далее лицевой ряд провязываем все петли. Первая тоже лицевая провязываем и далее все петли лицевые. И здесь сейчас покажу вам, как выглядит убавление. Это вот эта петелька идет сверху четвертой. Такая вот. Здесь я первый жилет вязала, у меня другая плотность вязания. И здесь от проймы я убавляла в начале вот в 3 изнаночных рядах 3 петли. То есть через ряд, получается, убавки делала. Но здесь у меня другая плотность, здесь я буду делать всего 2 убавки. Поэтому я провязываю лицевой ряд, в следующем изнаночном ряду делаю точно такую же убавку. Это получается, я провязала 3 ряда, и еще 3 ряда мне нужно довязать до глубины спинки, и плюс еще 8 рядов
до глубины выреза горловины по переду. И после я уже начинаю вывязывать прибавление для выреза горловины. Вот по центру. Покажу, как делать прибавки. Там будем тоже делать прибавки. Или лицевой, или изнаночный ряд. Тоже они немножко различаются. Итак, я провязала правую полочку, выполнила 16 рядов лицевой глади, и сейчас в 17 ряду начинаю делать прибавки для формирования выреза горловины. 16 рядов — это 14 рядов глубина горловины по переду и по спинке, плюс 2 ряда как бы основной части. То есть в каждом третьем ряду буду делать прибавки для выреза горловины то в лицевом, то в изнаночном ряду. И сейчас 17 лицевой ряд, и начинаю делать прибавки. И здесь, не довязывая 3 петли до конца ряда в лицевом ряду, делаю прибавку с наклоном петли вправо. И будем делать прибавку, как обычно, из протяжки. Провязала ряд, 3 петли осталось до конца, поднимаю протяжку так, чтобы передняя стеночка оказалась перед спицей. И провязываю за эту первую стеночку лицевую петлю. Перекрещивается петля, и вот эта передняя стеночка направляется вправо, то есть петля направляется вправо. Заканчиваю ряд, 3 лицевые петли. Далее провязываю 2 ряда лицевой гладью, то есть это изнаночный, лицевой, и далее в изнаночном ряду буду делать следующую прибавку и покажу, как сделать прибавку, чтобы тоже петля была с направлением вправо. После первой прибавки для скоса горловины я провязала 2 ряда. В третьем изнаночном ряду, получается, делаю вторую прибавку. И здесь от начала ряда начинаем вязать. Первые 3 петли изнаночные провязываем. И после 3 петель делаем прибавку из протяжки. И здесь поднимаем протяжку тоже так, чтобы первая стеночка была впереди спицы. И мы провязываем изнаночную петлю за эту первую стеночку. Петля перекрещивается, и она тоже по лицевой стороне будет в том же направлении, что и первая прибавка. И таким образом продолжаем вязать. Через 2 ряда делаем прибавки то в лицевом, то изнаночном ряду, как я и показала. И вяжем скос плеча с прибавками только по центру. Всего будет 16 прибавок. Итак, дорогие рукодельницы, продолжаю вязать полочку. Я провязала от набора по скосу плеча 50 рядов. Здесь выполнила для скоса выреза горловины уже 12 прибавок через каждый третий ряд. И начинаю, то есть я провязала 50 рядов, мне осталось 16 рядов до завершения вязания полочки, и мне уже необходимо начинать делать прибавки через ряд. Буду делать каждый лицевой ряд для расширения полочки вот к низу проймы. И здесь делаем прибавки так вот. Начинаю делать первый ряд с прибавками, провязываю от начала ряда в лицевом ряду 3 петли, 3 лицевых, и далее делаем прибавку так. Поднимаем протяжку так, чтобы у нас вот первая стеночка петли оказалась за спицей. И провязываем за вот вторую стеночку, за заднюю стену, за спицы, за эту стеночку лицевую. И получается, что у нас петля, здесь идет стеночка первая с направлением в левую сторону. При вязании прибавок здесь каждый лицевой ряд для расширения к низу проймы 16 рядов провязываю до завершения полочки. А здесь для скоса выреза горловины, так как я сделала уже 12 прибавок, мне еще 4 прибавки нужно сделать. То есть каждый ряд еще 12 рядов. 12 рядов провязываю с прибавками, и после последней прибавки уже продолжаю здесь с центральной стороны вязать полочку прямо. Итак, довязываю правую полочку и приступаю к вязанию левой.
Я закончила вязать правую полочку и временно также закрыла петли контрастной нитью с помощью крючка и приступаю к вязанию левой полочки. Здесь, в принципе, мы делаем то же самое, только симметрично делаем прибавки, чтобы петли были симметрично направлены. И здесь начинаем набирать петли тоже по скосу плеча, оставляю хвостик, делаю петлю начальную, мне так легче набирать петли с начальной петли, и здесь от горловины набираю 24 петли по скосу плеча, вот за каждую кромку вкалываю спицу и вытягиваю петлю на спицу. И далее первый ряд буду вязать по лицевой стороне, то есть точно так же, как и при вязании правой полочки. Мне, кстати, здесь удобно. Я смотрю вот не на сами кромочные петли, а вот в центр, вот здесь за вот этой косичкой кромочной петли, в центр вот вкалываю спицу и вытягиваю петлю. И считаем, набираем 24 петли. Итак, я набрала 24 петли. Проверьте, чтобы у вас последняя петля была примерно в том же месте, где вы делали последнюю прибавку для спинки. И вот у меня остается хвостик, потом его буду, конечно же, на изнанке прятать. Перемещаю спицы и начинаю вязание лицевой ряд вот с первой петли. Первый ряд провязываю все петли скрещенными, то есть здесь за вторую стеночку завожу и провязываю лицевые. А во втором ряду буду делать убавление. Также в двух изнаночных рядах, во втором и в четвертом, необходимо сделать два убавления от проймы. И покажу, как сделать убавки в этом месте. И вот так вот выглядит наборный ряд. Я закончила вязать первый лицевой ряд, поворачиваю вязание наизнанку, и получается во втором изнаночном ряду вначале провязываю здесь 2 петли изнаночной, кромочная здесь ее нету, провязываем первую петлю, вторую изнаночной, и далее третью, четвертую петлю делаем убавление, провязываем вместе. Здесь мы просто заводим спицу за 2 петли сразу и провязываем одной изнаночной, и далее заканчиваем ряд все изнаночные. Через ряд сделаем еще одно убавление здесь, и при таком убавлении вот эта третья петелька оказывается сверху убавленной, то есть в том же направлении, что и при вязании правой полочки. И далее 22 петли у нас остается, и далее до 16 ряда вяжем прямым полотном лицевую гладь на глубину горловины по переду и по спинке. Итак, дорогие рукодельницы, я провязала левую полочку на высоту 16 рядов, и сейчас буду делать первую прибавку для скоса выреза горловины. И здесь мы делаем прибавку от центра полочки, и получается, что я в начале в первом лицевом ряду провязываю 3 петли, далее поднимаю протяжку, но поднимаю так, чтобы у меня первая стеночка была за спицей, и провязываю вот за эту вторую стеночку. Петля перекрещивается, и она идет с направлением в левую сторону. Далее все петли лицевые, после провязываю еще 2 ряда изнаночный лицевой, и в следующем изнаночном ряду показываю, как тоже делаю прибавку для скоса выреза горловины. Провязываю изнаночный ряд, в котором делаю вторую прибавку для скоса горловины, и в изнаночном ряду мы здесь тоже, так как идет направление ряда от проймы к центру,
Не довязывая 3 петли, делаем прибавку. Здесь мы поднимаем протяжку и накидываем ее на спицу так, чтобы вот первая полупетля была за спицей, то есть тоже за спицей. И за эту вторую, получается, дальнюю полупетлю провязываем изнаночную петлю. И далее заканчиваем ряд 3 изнаночные. Далее следующий лицевой, изнаночный, и точнее следующие ряды лицевой, изнаночный, и получается мы повторяем прибавки то в каждом третьем ряду, то в лицевом, то в изнаночном ряду. И у нас все прибавки будут идти с направлением в левую сторону. Вот так смотрятся петельки. Итак, всего по вырезу горловины здесь к центру мы будем делать 16 прибавок. И провязав, здесь считаем ряды от начала плеча, провязав 50 рядов, начинаем делать прибавки уже к низу проймы. Итак, я провязала левую полочку 50 рядов. И теперь, начиная с 51 ряда, до конца вязания полочки осталось 16 рядов. И в каждом лицевом ряду буду делать прибавки для расширения к низу проймы. И здесь, не довязывая до проймы, до конца ряда 3 лицевых петли, поднимаю протяжку. Но здесь мы поднимаем протяжку так, чтобы первая стеночка оказалась впереди спицы. И провязываем за первую стеночку лицевую. И направление петли будет в правую сторону. Заканчиваю ряд 3 лицевых. Итак, довязываю левую полочку. Здесь продолжаю делать прибавки через 2 ряда в третьем ряду. Здесь каждый лицевой, то есть через изнаночный ряд, каждый лицевой ряд делаем для расширения к низу проймы. Всего 8 прибавок. Я закончила вязать левую полочку и далее начинаю вязать основную часть жилета единой деталью. Здесь соединяем петли полочек и спинки, и при этом набираем вот здесь вот по низу проймы петли для подрезов. Смотрите, здесь вы можете отрегулировать за счет петель для подрезов ширину жилета. Я буду набирать буквально на 2 сантиметра подрезы, то есть примерно 4 петли, но вы можете прикинуть ширину и здесь отрегулировать размер. Если вам жилет кажется, что будет узковат, то можно набирать большее количество петель. То есть вы можете длину подреза, точнее вот здесь ширину подреза, сделать не 2 сантиметра, а допустим там 4, 5, 6 сантиметров. И далее уже вязать основную часть шире, ну, по вашим меркам. Итак, как я набираю петли для подреза? Здесь я провязала, уже начала новый ряд, лицевой ряд, провязала петли полочки и далее здесь пересняла петли спинки на спицу. И смотрите, набираю так петли, ввожу левую спицу вот в последнюю петлю полочки за первую стеночку и вот так вот ее вытягиваю и перекрещиваю. И далее уже правой спицей провязываю вот эту перекрещенную петлю плюс 1 петля. Итак, я набираю всего 4 петли. 2 петля, 3 и 4. Все, далее перехожу на петли спинки. Провязываю петли спинки. И далее при переходе после петель спинки на правую полочку также набираю 4 петли. И далее продолжаю вязать основную часть лицевой гладью. Итак, дорогие рукодельницы, продолжаю вязать жилет. И здесь я уже на этапе вязания основной части.
от пройм, после того, как я сформировала подрезы, я провязала лицевой гладью основную часть 15, примерно 15 сантиметров от пройм вот сейчас до последнего ряда. И далее я буду переходить на вязание узором декоративной резинки. Но по сути далее вы можете вязать жилет, то есть создавая любой узор. Если вы хотите, можете продолжить вязать лицевой гладью, допустим, до желаемой длины и сделать карманы, как я это сделала в первом варианте. Здесь я хочу сделать немножко по-другому. Я понимаю, что мне не нужны карманы, а просто хочу сделать разнообразие другим узором. И буду сейчас вязать декоративную резинку 1 на 1, которая не стягивает полотно, в то же время смотрится аккуратно. Такой будет красивый линейный узор. И буду вязать декоративную резинку на высоту примерно 18 сантиметров. То есть у меня от пройм до низа будет примерно 33, даже 35 сантиметров. То есть может я свяжу и 20 сантиметров. То есть я буду вязать и примерять по своему росту жилет. Когда мне будет уже длина достаточно, я заканчиваю вязание и уже далее перехожу к обвязке пройм и для формирования планки, вязания планки жилета. Итак, как переходить на вязание декоративной резинки? В первом лицевом ряду начинаем вязать так. Здесь у нас нету кромочных петель, и первую петлю провязываю лицевой. Далее изнаночная петля идет. И далее начинаю вязать узор декоративной резинки. И здесь буду выполнять чередование двух петель. Лицевую петлю снимаю, нить за петлей, следующую петлю провязываю изнаночная. То есть формирую вот здесь, закладываю дорожку изнаночная, то есть у меня после кромочной идет вот изнаночная, далее лицевая петля снятая и изнаночная петля, и далее идет повтор. Петлю снимаю, нить за петлей и изнаночная петля, петлю снимаю и изнаночная петля. И так провязываю этот ряд. Заканчиваю первый ряд декоративной резинки. Осталось 3 петли. И здесь я повторяю: лицевую снимаю, нить за петлей, изнаночная, и остается кромочная, провязываю ее просто лицевой. Поворачиваю вязание на изнаночную сторону. И второй ряд, и все изнаночные ряды резинки мы вяжем просто. Здесь мы вяжем все петли изнаночные, то есть мы здесь не смотрим на рисунок резинки, просто провязываем и снятые петли, и лицевые все изнаночными. Далее по сути повторяются 2 ряда лицевой и изнаночный при вязании декоративной резинки. Начинаю вязать третий ряд декоративной резинки. По сути он вяжется точно так же, как и первый, но здесь мы уже видим заложенный рисунок. Первая петля провязываем лицевой. Далее по рисунку вот идет изнаночная и лицевая. Здесь будет чередоваться эта дорожка петель изнаночная и лицевая, как дорожка изнаночных петель. Провязываем изнаночная, следующая идет лицевая, мы ее снимаем, рабочая нить за петлей и чередуем изнаночная, петлю лицевую, снимаем нить за петлей, изнаночная, петлю снимаем. И так провязываем третий ряд. Четвертый ряд вяжем точно так же, как второй, все петли по изнаночной стороне провязываем изнаночными. Итак, вяжу декоративную резинку до нужной длины жилета. Дорогие рукодельницы, я провязала жилет резинкой до нужной длины.
желаемой длины и далее закрываю петли. Закрываю петли после изнаночного ряда, в котором мы все петли провязываем изнаночные, в следующем лицевом закрываю, делаю закрытие петель и закрываю петли так. Смотрите, закрываем, провязываем здесь петли в этом ряду по рисунку, допустим, перед лицевой, вот провязываем петлю лицевой и предыдущую петлю перекидываем через провязанную. Далее у нас идет по сути дорожка изнаночных петель, провязываю изнаночную петлю и перекидываю предыдущую петлю через провязанную. Здесь до конца ряда вот мне осталось закрыть 3 петли, провязываю лицевую, перекидываю предыдущую через провязанную, изнаночную, перекидываю предыдущую через провязанную, и вот последняя, как кромочная петля, у меня остается, провязываю лицевой и перекидываю предыдущую через провязанную. И я довязала, получается, до стороны правой полочки. И сейчас как раз по лицевой стороне, то есть здесь я не обрезаю нить, не заканчиваю вязание, сразу начинаю набирать петли для обвязки полочки. И вам потребуются спицы круговые на длинной леске, так как мы будем набирать петли вот по стороне полочки, далее по вырезу горловины по спинке и по стороне левой полочки. То есть здесь у нас будет без обрыва целый ряд. И далее прямыми и обратными рядами буду вывязывать планку, и причем буду вывязывать планку с пуговицами. Но вначале, конечно, необходимо сделать набор петель. И перед тем, как сделать набор петель, вы должны сравнить плотность вязания по ширине и по высоте. По ширине у меня получается плотность вязания составляет в 10 сантиметрах 18 петель, по высоте 26 петель, то есть примерно соотношение 1 к 2. И поэтому смотрите, я буду набирать петли. Вот первая петля у меня есть на спице, так как здесь я не делала кромочную, то есть здесь каждый ряд провязывала петлю, поэтому кромочная петля означает как бы один ряд. И буду набирать петли через 2 петли, одну кромочную пропускаю. Далее из следующей кромки, с двух следующих кромочных набираю 2 петли подряд. Затем третью петлю пропускаю. И далее вновь из 2 петель кромочных набираю 2 петли, третью пропускаю. Здесь плохо видно кромочные петли, так как здесь была резинка. Больше я ориентируюсь по косичке вот этих вот рисунку резинки. Так, третью пропускаю. Далее вновь 2 петли, третью пропускаю. 2 петли из 2 кромок, третью пропускаю. Я набрала петли вот до начала лицевой глади, и здесь уже более четко видно. Вот смотрите, вот они идут кромочные петли, провязанные каждый ряд. Здесь я набрала 2 петли, пропускаю петлю и далее вот вкалываю в одну петлю, во вторую петлю, третью пропускаю и повторяю 2 петли набор, третью пропускаю. Таким образом я наберу количество петель, которое будет соответствовать по высоте вязания. И у нас здесь планочка не будет ни фалдить и не будет в то же время стягивать край полочки. Итак, я набираю петли, получается, по всей длине полочки. Итак, я набрала петли по полочке и далее перехожу на вырез горловины по спинке. И здесь, смотрите,
на углу, вот здесь, видите, где идут 2 петли для скоса плеча. Из центра 2 петель набираю 1 петлю и перехожу по вырезу горловины по спинке. Так как здесь мы набираем на ширину полотна, то здесь из каждой петли вытягиваю петлю на спицу. Вот вкалываем вот здесь вот в центр петли первого ряда и вытягиваем новую петлю на спицу. После набора петель по всей длины для планки, далее начинаем вязать саму планку. И будем вязать планку декоративной резинкой, также, что мы вязали низ жилета. По сути, эту резинку мы будем использовать для планок и здесь по полочкам и по рукавам. Здесь я уже связала на втором рукаве тоже вот эту планочку. И начинаем вязать с изнаночного ряда. И здесь первая и последняя петли это будут кромочные петли. Здесь мы уже формируем кромочные петли. По низу первую петлю снимаем, нить впереди, чтобы образовался петельный край. И начинаем вязать с изнаночной, чтобы следующая петля была как лицевой здесь в начале. Но изнаночные петли нужно провязывать за вторую стеночку, чтобы у нас вот здесь на лицевой стороне эта лицевая набранная петля перекрещивалась. Изнаночную, следующая лицевая, можно ее провязывать просто за первую стеночку. То есть все изнаночные мы вяжем за вторую стеночку, чтобы у нас на лицевой стороне петля перекрещивалась. Лицевые вяжем как обычно. И закончить ряд нужно тоже изнаночной и кромочной. Заканчиваю первый ряд резинки. У меня осталось 3 петли. Как раз у меня получается по рисунку лицевая, далее изнаночная и кромочная, которую я могу тоже провязать либо лицевой, либо изнаночной. Если у вас не получается закончить так петли, то есть не хватает петли, то вы можете ее либо добавить, либо где-то убавить. То есть смотрите по плотности набора петель, нужно вам добавить либо убавить петлю. У меня тоже не совпадало, я добавила петлю, чтобы у меня рисунок совпал. И провязываю предпоследнюю изнаночной за вторую стеночку. И здесь провяжу лицевой последнюю кромочную петлю. Далее поворачиваю вязание и начинаю вязать. Получается второй ряд, но это будет полноценный первый ряд узора декоративной резинки. И здесь провязываю. Первое, вот кромочная, снимаю нить впереди, чтобы образовался петельный край. Далее, смотрите, у меня идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь мы один ряд декоративной резинки, лицевой ряд, лицевые петли снимаем, нить за петлей, изнаночную провязываю. Лицевую петлю снимаю, нить за петлей, изнаночную провязываю. Так провязываю этот ряд по рисунку петель. Второй ряд декоративной резинки уже по изнаночной стороне будем вязать. Все петли будут изнаночные. Итак, провязываю первый ряд. Смотрите, здесь для застежки вначале я провяжу 4 ряда декоративной резинки. И в 5-м ряду буду формировать уже отверстие для пуговиц. Я провязала планку декоративной резинкой 4 ряда, по сути довязала планку до середины, и сейчас буду вывязывать отверстия для пуговиц. Я подобрала в цвет вот такие вот серебристые пуговицы, и по сути здесь у меня пуговица на ширину делаю на 2 петли, буду делать отверстие, чтобы было не слишком широкое, в то же время пуговица входила в отверстие. И распределила вот петли, которые буду закрывать для отверстия. Начала распределять петли
выделила 2 петли для отверстия как раз на месте, где была последняя прибавка для расширения выреза горловины к центру полочки. И вот далее выделила вот для 4 пуговиц по 2 петли. Итак, как закрывать петли? По сути, здесь мы закрываем петли в лицевом ряду. Далее в следующем ряду в изнаночном будем набирать петли для пуговиц. Здесь мы вяжем узор резинки по рисунку до выделенных маркерами петель. Снимаю петлю лицевую, изнаночную провязываю. И здесь вот получается, я снимаю петлю. Далее следующую петлю мне необходимо закрыть. Я ее провязываю изнаночной. И здесь, смотрите, мне не хочу смещать вниз, буду смещать вверх. Далее следующую петлю провязываю лицевую и перекидываю изнаночную через провязанную. Далее вот после маркера здесь следующую провязываю изнаночной и перекидываю петлю. То есть у нас эта петля, которую мы перемещаем, она как бы смещается. Поэтому я вот здесь сместила как бы на петлю вверх. Далее лицевую снимаю по рисунку, изнаночную провязываю. Итак, закрываю выделенные петли для отверстий, и в следующем ряду буду над закрытыми петлями набирать новые петли. Показываю, как добавляю петли для отверстия для пуговиц в следующем ряду. Получается, это изнаночный ряд, где мы все петли провязываем изнаночной. И вот довязав до места, где мы закрыли 2 петли, теперь левой спицей завожу за переднюю стеночку вот с правой спицы и перекрещиваю ее и провязываю лицевой. Добавлена 1 петля. Еще раз 2 петля. И далее уже перехожу на вязание петель по ряду. Довязываю до следующего отверстия и там также добавляю 2 петли. В следующем ряду добавленные петли включаю в узор и провязываю вторую половину планки также декоративной резинкой и закрываю петли точно так же, как закрывала петли по низу жилета. Закрываю петли в лицевом ряду.